Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний Таро прогноз мы делаем для представителей знака Рыбы. Давайте мы сегодня посмотрим, что же вас ожидает на следующую неделю и какие карты вам сегодня выпадут. Я напоминаю, что это общий Таро прогноз, что он не персональный и не индивидуальный, но надеюсь, что большинству из вас, смотрящих сейчас это видео рыбок, это видео подойдет, будет перекликаться с вашей историей, с вашей ситуацией. Возможно, какие-то ключевые моменты отыграются, даже если не каждый день в отдельности, то, по крайней мере, основная цепочка событий. Но расклад я делаю все же по дням, то есть на каждый день недели достаю по одной карте. Мне так удобнее. И сначала это основная колода, затем дополнительная для уточнений и разъяснений. Итак, рыбки, неделя с 15 по 21 декабря. Что же ожидает рыбок? Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, что у нас есть? У нас есть королева жезлов в самом начале и даже королева мечей, еще и королева кубков на дне колоды тоже присутствует. Так, карта отшельника, тем не менее. То есть будут какие-то моменты, которые заставят вас заглянуть внутрь себя, вглубь себя, может быть, покопаться в своем предыдущем опыте, разобраться в каких-то уже произошедших вопросах в вашей жизни, чтобы понять, как действовать на этой неделе. Или какие-то вопросы снова здесь поднимутся из прошлого, возможно, дадут знать о себе. То есть вам нужно будет вернуться в свой прошлый опыт, пройти этот путь заново хотя бы в плане размышлений, раздумий. Карта королева кубков, ваша водная стихия здесь, карта звезда, карта, показывающая о ваших планах и надеждах, которые вы строите. И по королеве кубков надежды на успех, надежды на лучшее, надежды на какие-то хорошие изменения, которые у вас могут быть. Но при этом вы можете чувствовать небольшое одиночество, несмотря на это почему-то, рыбки, чувство одиночества. Чувство одиночества, которое у вас почему-то есть, несмотря на эту королеву кубков. Может быть, вы с кем-то на расстоянии общаетесь, может быть, это человек любой стихии на самом деле, потому что там и король пентаклей был, то есть земной, девы, тельцы, козероги. Это может быть кто-то из ваших родственников, кто на расстоянии, или муж, жена, кто на расстоянии находится. То есть какие-то по этому поводу могут быть, размышления, что вы на расстоянии от этого человека находитесь и строите какие-то планы, надежды у вас есть, касающиеся этого человека, этой личности. Давайте посмотрим на королеву жезлов. Первая карта, которая у вас есть, королева жезлов, огненная стихия, возможно, общение с огненным знаком. Это лев, овен или стрелец. Либо вы здесь так себя проявляете, по королеве жезлов настроены на успех, настроены на реализацию своих амбиций, на то, чтобы добиваться в каких-то вопросах справедливости, для того, чтобы здесь выполнять свою работу по полной. И вы настроены опять-таки на хороший результат, то есть целеустремленность, которая здесь может быть у вас. Карта семерка кубков также показывает, что у вас есть много вариантов, много возможностей достичь этого самого успеха, и вы здесь вдохновлены какими-то такими для вас вещами, когда у вас есть творческий порыв, вдохновение, возможно, касающийся работы, у кого творческая работа. Возможно, здесь будет выбор, который нужно будет принять, сделать какой-то выбор, касающийся огненного знака, лев, овен или стрелец. Вы можете переживать по поводу этого выбора, бояться, что ошибаетесь, или испытывать определенные трудности в этом выборе. Возможно, здесь касающиеся работы какие-то вопросы будут, где вы будете бояться принять решение почему-то. Но дальше идет королева мечей, карта воздушной стихии. Опять-таки не ваша стихия, это карта воздуха, это карта весов, близнецов или водолеев. Может быть общение с таким знаком зодиака, но также может быть и ваше проявление здесь в виде такой королевы мечей, когда вы очень
амбициозны, очень ответственны, возможно, в деле, которым вы занимаетесь, возможно, в том, как вы общаетесь с другими людьми, когда вы говорите им прямо в лицо то, что вы думаете, когда вы можете столкнуться с тем, что вам в лицо прямо могут какие-то замечания делать саркастичные или прямо что-то говорить такое резкое, даже колкое. Возможно, это королева мечей, с которой вы общаетесь. Также здесь может быть и какая-то неприятность, печаль, которая происходит из-за того, что вам что-то сказали, вы что-то узнали, может быть, вам это не совсем было приятно, допустим, да, и для вас это было как ножом по сердцу, поэтому и королева мечей здесь, собственно, появилась. И дополнительно здесь выпадает шестерка мечей. Возможно, здесь узнать нечто, узнать какую-то информацию, которая вас может расстроить, то есть что-то, что будет воспринято вами как новость, и она может быть от другого человека, из уст другого человека, и вас это может обидеть или как-то неприятно ранить. То есть, да, как узнаете это. Может быть, даже где-то читаете какое-то сообщение, да, или в интернете что-то такое читаете, узнаете касаемо, допустим, такого человека здесь. Может быть, это воздушный знак, но не обязательно. Шестерка мечей также в хорошем значении может показывать и перемены, которые у вас есть, если вы относитесь ответственно к своей работе, к своим делам. Может быть, какие-то перемены в карьере, хорошие шансы, возможности в карьере, которые вам выпадают. Может быть, кому-то приходит письмо по e-mail, там какой-то хорошие возможности рабочие, которые у вас может быть. То есть здесь хорошие могут быть перемены для вас, действительно хорошие. Если речь идет о реализации ваших амбиций, о карьере или об общении с таким человеком, и вы же ждете, может быть, каких-то вестей здесь. Дальше карта принца жезлов, карта огненной стихии, возможное общение с львом, овном или стрельцом. И также по принцу жезлов, вот он здесь коня этого на дыбы, собственно, да, поставил, он стоит так и вздымается на этих задних лапах. Можно говорить о том, что здесь очень много энтузиазма, какой-то такой вот поспешности, готовности рисковать с вашей стороны будет, готовности действовать во что бы то ни стало, готовности проявлять себя по максимуму, может быть, даже в какие-то крайности такие впасть, где могут эти риски быть не оценены другими людьми, но вы считаете, что так будет лучше, так будет правильно. Тут же карта правосудия, здесь могут возникать какие-то спорные ситуации, какие-то выяснения отношений, может быть, даже какие-то конфликты возникают здесь на фоне того, что по рыцарю жезлов здесь как-то кто-то проявляет нетерпеливость, какие-то крайности впадает и может что-то лишнее сказать или как-то неправильно себя повести. Здесь могут происходить кармические какие-то ситуации. Кто-то может быть чересчур честен с вами, опять-таки чем-то вас обидеть, что-то такое сказать. То есть нужно быть осторожнее. Дальше идет карта пятерка кубков. Да, и, кстати, еще подписание бумаг. Если рискнуть, подписать что-то не подумав, можно потом пожалеть. То есть нужно быть все-таки внимательнее и не совершать каких-то опрометчивых поступков. Также и не конфликтовать с кем-то, если вы все-таки хотите сохранить отношения с другим человеком. Карта пятерка кубков, разочарование. Разочарование, печаль, неприятность от какой-то неприятной истории, которая имеет место быть. Простите, у меня пару карт упала, я сейчас их подниму. Кстати, упала вот пятерка пентаклей, которая здесь еще в пятницу повторяется. Ну, давайте посмотрим, может быть, дополнение будет хорошим. Пятерка кубков. Пятерка кубков в четверг у рыбок. Почему она выпала, эта пятерка кубков? Пятерка кубков. Может быть, какие-то неприятности в семье, знаете, происходят, когда что-то нехорошее произошло. Может быть, бытовая ссора, бытовое разногласие. Здесь оно может быть не таким уж и значительным, но для вас, да, это может быть четверка жезлов и карта мир. То есть желание помириться с кем-то, наладить отношения с кем-то, когда вы чувствуете себя как будто бы как брошенным кем-то из близких родственников или оставленным без внимания из-за этой ссоры, которая возникла. И желание здесь гармонизировать, восстановить отношения, может быть, наладить отношения. Так, четверка жезлов.
И дальше пятерка пентаклей. Если речь о каких-то финансовых трудностях или финансовых разногласиях, то желание утрясти как-то эту финансовую составляющую. И здесь может быть по пятерке пентаклей неприятность, связанная с потерей этих каких-то денег, семейных денег, допустим, или в целом денег, потери денежные, или в чем-то не везет касаемо денег, и вы по этому поводу можете переживать как нехватка, какие-то дополнительные сложности, которые требуют дополнительных расходов денежных. Возможно, собственно, поэтому пятерка пентаклей здесь выпадает вместе с картой Иерофант. Акцент опять на семью, что что-то происходит в семье. Есть какие-то неприятности, которые происходят в семье, в браке или в отношениях с кем-то из близких родственников, когда вы можете чувствовать, что вы не уверены в поддержке от этих близких людей вам. Да, может быть, нет того участия, которого хотелось бы, допустим, да, с их стороны. И карта башни, карта разногласий, конфликтов или карта каких-то сокрушительных для вас событий по башне, когда, может быть, что-то происходит не так, как вы хотели, что-то разрушается, что-то идет не по плану, что может быть действительно неприятным для вас. Поэтому карта башня. Но также здесь еще и карта отшельника. Желание уединиться. Вот у нас была эта карта на дне колоды. Желание побыть один на один с собой, может быть, больше побыть один на один с собой в выходной день, что вас никто не трогал, и разобраться в том, что произошло, разобраться в этой ситуации. Карта принцесса кубков, как такой лучик надежды, лучик света, какие-то позитивные события в этот день, хорошее сообщение или хорошие новости, которые вы получаете, а также хорошие шансы и возможности, которые к вам здесь приходят. Может быть, они связаны с водным знаком. Это раки, рыбы или скорпионы, или эти шансы какие-то хорошие могут быть для вас очень сердечными, такими очень теплыми, может быть, вызывают много эмоций, или какие-то хорошие сообщения получаете, или общаетесь с кем-то таким позитивным, то есть по принцессе кубков. И также восьмерка пентаклей. Можете наблюдать какую-то ситуацию со стороны, которая будет вам приятна, которая будет для вас таким лучиком света тоже, да. И восьмерка пентаклей еще и о успехе, в том, что у вас есть шанс успешное дело какое-то сделать, или успешно что-то выполнить, какую-то работу сделать успешную, или чему-то выучиться, научиться успешно, да. То есть получается что-то делать. Здесь для этого есть хорошая возможность, хороший толчок такой, который вам дается. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для рыб, мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя и до скорого!